Всем привет! Я продолжаю свой эксперимент с фармом соло РД карт в преддверии обновления и изменения рандом данжей. После него сольники фармить будет очень скучно, ну а пока еще это опасно и интересно, я решил пройти 15-8-2 соло данжей. Билд я не менял и использовал 7.1 палаш, 5.2 корень, 6.2 мантию культиста, 5.2 капюшон призрака, 6.2 демонические сапоги и 5.2 плащ нежити. Расходники тоже как в прошлом видео, за исключением ядов. Сейчас я решил использовать Т8 яды. Для начала взял одну карту, чисто посмотреть, насколько сложно будет ее пройти. Отправился в Т8 северную локацию, в которой заканчивал фармить 8.1 соло рандомки. По дороге не произошло ничего интересного, мобы оказались не сложнее 8.1, так что я решил замерять фейм снова с помощью артефактного капюшона. Прошел 2 этажа, вынес 5-6-0 шмоток и Т8 рандомную карту. Так же как и приехал, вернулся в город. Скинул добытое в специальный сундук под лут. Прошлая карта показала, что в билде менять ничего не нужно. Так что в этот раз я взял 2 8.2 карты. Вновь без происшествий приехал в локацию. Купил вкладку в банке. Если кому-то неизвестна данная механика, в черных локациях есть сундуки, в которых можно купить персональную вкладку за 250к. Я выложил туда одну карту и поехал в данж, который открылся буквально в нескольких метрах от банка. Не успел атаковать первого моба, как в данж зашел враг. Я вернулся посмотреть, кто это. Оказалось, что это супер толстый кровопуст. Я не стал его атаковать, опасаясь, что он не один. Вышел из данжа. Противник вышел вместе со мной. Я решил отъехать, дождаться отката бабла и идти в данж. И там, если что, драться с кровопуском. Пока ждал, увидел, как кровопуск проехал мимо в сторону выхода из локации. Поехал к данжу и не нашел его. Данж исчез. Это меня сильно раздосадовало. Мало того, что упустил честный бой 1 на 1, так еще и потерял карту. Пришлось открывать третью карту. Данж открылся в прекрасном месте, хоть и оказался одноэтажным, но довольно длинным и с фиолетовым сундуком в финале. Сундук охраняла банши, супер легкий для меня босс. А сундук буквально засыпал 7-ми книжками. Возвращение в город на этот раз не обошлось без неприятностей. За 2 локации до портала возле гайки я увидел красный ник, который тут же исчез. Я предположил, что это один из кемперов, поэтому изменил траекторию, но не развернулся, как оказалось зря. Фрост из инвиза в 2 прыжка оказался рядом, сдал ешку и кинул яд. Рядом не было его напарников, и я решил попробовать подраться. Но тут же прилетели когти и болты. Я оверчарджнулся, нажал обратку, но хп улетели просто за секунды. Сработал плащ, и чудо-сапоги унесли меня подальше от злодеев со 115 единицами здоровья. Я правильно сделал, что побежал не в гайку, а к центру локации, иначе мог бы попасть под шапки лазутчика или, что хуже, воткнуться в стенку фаера у выхода из Локи. Преследовать меня почему-то не стали. Я сел на маунта и поехал в город другой дорогой.
портальной локации стал свидетелем окончания разборки хгшеров. Выложил лут, расходники, еду. Решил вернуться к гангерам и дать им бой, тем более что оверчардж был уже использован. Боевая еда съедена и лут доставлен. При снятии чарджа шмот мог трэшнуться, и просто так терять его не хотелось. Вышел из портала, алтарь был на КД. Я поехал к НЕ Гайки. Встретил странного лесоруба. Подумал, что это байт, но я все равно ехал на неравный бой с супостатами, так что спешился. Собирашка в боевом сете попытался сесть на бычка, но не успел. Я вообще не понял, что он пытался сделать, и с небольшими трудностями добил его. Лут оказался довольно дорогим, и я решил его добавить к луту из карт. Все-таки если бы я их не фармил, то и не поехал бы на битву с гангерами, и не встретил бы столь ценного товарища. Приехал в локацию с кемперами, всего их было 4. Использовали они сетап из фаера, болтов, когтей и фроста. Мне кажется, это очень эффективная связка для ганга на гайке. Фрост попытался использовать грязный прием с приглашением поторговать. Наверное, хотел таким образом задержать меня, а может быть и снять бабл. Напишите, кто в курсе, при принятии торга снимается бабл? Я немного отъехал, увидел вход в соло-данж. Подумал, что лучше подраться с ними внутри. Но Фрост не дал мне войти, и весь мой план на бой провалился. Я помню, что ребята из Ямайки смотрели мои видео. Если сейчас кто-то из вас смотрит, напишите, много ли вещей трэшнулось. На этом пробные заезды кончились. Я решил привести оставшиеся 12 карт в фарм-локацию и пройти их, скидывая лут в банк. Взял побольше расходников, оседлал Т7 бронированную лошадку, забыл докупить банку инвиза. Спокойно доехал до нужной локации, скинул в банк карты и часть расходников. И начался старый добрый фарм. Здесь я встретился с лесорубом и решил не ехать к открывшемуся данжу, а зайти в обычную рандомку и посмотреть, придет кто-нибудь ко мне или нет. Никто не пришел, я решил, что собирашка играет один и пошел в свой данж. Прошел его. И еще один. И еще один.
Я уже начал думать, что изменения рандомок уже провели, и они закрываются после моего входа в них. Тем более, что некоторые признаки этого присутствовали. А именно, ни одного дайвера на протяжении 8 данжей. Но на одном из боссов мои опасения развеял друид. Я отвейдил босса, порегенил здоровье, кинул яд в друида и довольно легко развалил его. Жаль, что почти весь его шмот трэшнулся. Забрал босса, из синего книжного сундука выпало 87 тысяч фейма. Из финального 2 Т8 шмотки, соло РД карта и быстро коготь. После ДТ зашел в игру и сразу встретил двуручного топора в фарм-сете. Он зашел в свой данж. Я открыл карту и провалился в свой данж. Если у него возникнет желание подраться, то мои шансы на победу очень высоки. Топор зашел вслед за мной, и в этот момент наши прекрасные электрики выключили свет. Моему негодованию не было предела. Минут через 10 подачу электроэнергии возобновили. Я уже смирился с потерей сета и карты. И думал, что топор очень обрадовался такому донату. Но оказалось, он не стал меня атаковать. Возможно, испугался, возможно, решил не мешать моему эксперименту. Но карту я все равно потерял. Пришлось открывать новую. Открылся очень красивый, со вставками заснеженных крепостных стен данж нежити. В следующем данже, недалеко от входа, в спину зашел кровопуск. Но он не стал сражаться и на сапогах солдата свалил из данжа. Я прошел 3 этажа, получил очень много лута, потратил все яды. Пришлось ехать в город за ядами, заодно скинуть лут из данжа. Тем более на сундуке светился блок. По дороге на одной из гаек встретил гангеров, но спокойно их объехал. В городе пополнил расходники, скинул лут. Снова без приключений доехал до фарм-локации. Зашел в данж. Опять в самом начале прибежал соло-боец. На этот раз с копьем. Чекнул меня, развернулся и вышел из данжа. Здесь я наткнулся на фиолетовый книжный сундук. Получил из него 130 тысяч фейма. И вообще ничего из финального. Активировал и прошел предпоследнюю карту. Получил посредственный лут. Принялся за последнюю карту. Открыл один зеленый сундук и на довольно неприятном паке рядом с босс-румом в самый неподходящий момент меня догнала парочка Друль плюс Fire. Я смог отвейдить мобов, решил драться с неполным хп.
Не успел сменить банку. Получил много урона, прожал банку и активировался плащ. В инвизе прошел за мобов. Решил подождать выхода из боя и отката сапог. Но противники быстро разобрались с паком мобов и догнали меня. Попытался отрегениться мантией. Фаер сагрил мобов, но я кьюшкой переагрил одного на себя. Повторно использовал мантию. В этом моменте Фаер получил хороший дамаг от лучника, и мне надо было использовать ешку, тем более что мобы сагрились на противника. Но я решил отойти, мобы переагрились на меня, я на сапогах рванул в босс-рум. И не хватило пары метров, чтобы отвидеть арбалетчиков. Я подумал, что на этом мое сражение закончилось. Но те двое не появились в течение 3 минут, и я смог подняться. Тут же объявились враги. Я съел боевую еду, чаржиться пока не стал. Но и враги не стали прорываться ко мне и отошли, чтобы я не видел их ники. Я решил убить мобов в босс-руме. Враги увидели, что я с неполным здоровьем и решились атаковать. Друль сильно просил по здоровью, но прожал обратку и я переключился на Фаера. За это время Друль немного отхилился, у меня сработал плащ. Теперь я постарался отхилиться. Здесь Фаер неплохо поставил стенку, я попытался использовать мантию повторно, в надежде, что хил будет перебивать их дамаг, но ничего не выиграл на этом. Пришлось сваливать на сапогах и пить банку. Враги не стали меня преследовать, дали время восстановиться, и теперь мы поменялись ролями. Мне нужно было прорываться в босс-рум через мобов. Первая попытка не удалась. Я сменил скиллы и увидел, что со спины заходит еще 2 игрока. Первая мысль была, что это подмога Друля и Фаера. В этот момент я решил использовать оверчардж. Но Клеймор и Резня не стали вступать в бой и отошли. Я попытался предложить пати, но мой English very bad, и они ашнулись. Пришлось своими силами пытаться что-то сделать. Вторая попытка убить одного моба не удалась. Наконец получилось устранить одного арбалетчика. Начал пытаться избавиться от второго. Во время одной из попыток друид вышел слишком далеко и переагрил моба. Я попытался этим воспользоваться, прошел в босс-рум, использовал боевую еду. Но ничего не смог сделать, убившись об обратку на Фаере. Сработал плащ, и я побежал на реген. Попробовал сменить скилл на мантии. Под атаками Фаера смог убить моба.
восстановил хп и сменил вешку. Начался финальный бой. Не уклонился от ешки Файра. Побился об стенку. Сработал плащ, я еще раз попытался найти брешь в стенке. Не получилось, отбежал к боссу. Выбил последнюю банку. Удачно использовал вешку. Файр снова перекрыл выход, но я смог добить друля. Файр накосячил со стенкой, и я смог выйти из босс-рума. Сдал вешку, надеясь так кайтить Файра, но он использовал сапоги. Я на развороте сдал ешку, ударил кьюшкой и поймал колобок. Если бы я ударил сначала кьюшкой и сразу сдал ешку, то скорее всего смог бы убить противника. А так он выжил с 73 хп. На мой нубский взгляд, получился отличный бой. Несмотря на то, что ребята были одеты намного хуже, но играли весьма грамотно. В городе одел сет, который, на мой взгляд, должен спасти от ганга. Сел на пантеру и поехал вывозить лут. Без проблем сделал 3 рейса. И пришло время подводить итоги. Начнем с фейма. Я практически полностью прошел 13 карт и получил 4 миллиона 200 тысяч фейма. Делим на 13 карт, получаем 323 тысячи фейма за одну карту. Ремонт добытого шмота обошелся в 100 тысяч. Лута выставил на 8 миллионов 320 тысяч. С учетом копья, которого залутал в портальной локации. Но для более корректного результата считаю, что его стоимость нужно вычесть, а это 1 миллион 480 тысяч. Также вычтем 100к ремонта. Получаем стоимость лута с 12 полностью зафармленных карт 6 миллионов 740 тысяч. Из мешочков добыл 1 миллион 350 тысяч серебра. Итого 8 миллионов 900 тысяч с 12 карт. Получаем в среднем 674 тысячи с одной карты. Сейчас одна карта стоит 410 тысяч, то есть чистая прибыль довольно низкая. Но я покупал 15 штук ордером по 350 тысяч, и обошлись они мне в 5,5 миллионов. С таким ценником фармить их ради серебра, конечно, смысла нет, но ради фейма, мне кажется, это хороший вариант. Спасибо всем, кто досмотрел до конца, видео получилось довольно объемным. Розыгрыша в этот раз не будет, но все равно прошу вас поставить лайк, подписаться и оставить комментарий. Также приглашаю всех желающих присоединиться к нашей гильдии. Мы проводим реорганизацию и ждем всех желающих. Дискорд в описании. Фарм 10.8.3 карт выйдет уже после обновления, но пройду я их до него, так что увидимся в следующем видео. Всем пока!